Всем доброй ночи. Хочу вам сегодня подарить один замечательный ритуал к той силе, о которой многие знают и слышали не раз, особенно в детстве. Те, кто родились на Кавказе или на Востоке, но не совсем понимали, к кому это обращение и о ком говорят старшие. Наверное, моя миссия на этой земле – это воскресить и дать новую жизнь старинным поверьям, знаниям, легендам, рассказам, учениям о богах. Знаете, из тьмы веков, из этого мрака древности, покрытые тайной и просто вековой пылью, начинают выходить знания. Знания о духах, о девах, о сущностях, о силах судьбы. Разве это не замечательно? И, естественно, человек, который воскрешает и дарит новую жизнь уже давно забытым знаниям, не может не быть незамеченной Вселенным и богами. Я вчера прочитала несколько постов от зрителей, которые у меня давно на канале, и поразилась тому, насколько мы забыли быть людьми, как это должно быть, как нужно быть благодарными. Мы забыли, что вежливая манера обращения такое, как уважаемая, дорогая, госпожа, что это совершенно нормально. Уважительное человеческое обращение к человеку, к личности. Настолько много стало быдла, особенно после 17-го года, после уничтожения всех устоев, что у людей вызывает подозрение. Обращение к человеку, уважаемое или дорогая. Это подозрительно, говорят они. Слишком подозрительно вас все время называют такими уважительными эпитетами. Знаете, подозрительно быть слишком быдлом, а быть личностью и уважать человека, тем более человека полезного, это норма. Это норма жизни. Это норма мироздания. Так должно быть. Это правильно жить. Слишком подозрительно много подарков вам дарят. Это очень много и слишком много, говорит мне человек. Рассуждение нищеброда. Морального, душевного нищеброда. Из бедности можно выйти, из нищебродства никак. Это не слишком много. Я буду нескромна, если вам скажу, что это слишком скромная благодарность за то, что я дарю человечеству и миру. И вы прекрасно видели, знаете, слышали от людей видеозаписи, из каких передряг, из какого состояния я вытаскивала, и мои работы вытаскивали и спасали людей. Когда людям нечего было есть, а потом человек начал возглавлять ресторан за короткое время. И если такой человек отправляет мне статую стоимостью 7 тысяч рублей, это скромная благодарность за спасение от голода всей семьи. Потому что если бы она не справилась с этим, ее детей забрали бы в детский дом. Они получили бы травму. Она непонятно как бы выжила. Что бы с ней случилось, с ее жизнью, с ее судьбой. Но благодаря моим ритуалам, которые она провела, и потратила, может, рублей 200 на эти ритуалы, на благовония, свечи и прочее. Потому что там есть и ритуалы, в которых ничего не нужно тратить, всего лишь сила слова. Вот благодаря этому человек нашла хорошую работу и смогла прокормить и спасти просто свою семью от расчленения буквально. Потому что у нас государство не помогает, они сразу забирают детей. И вы считаете, что
подарок от такого человека – это слишком много для меня, правда? Вы считаете, что человек, который провел ритуал, и его сын вернулся из плена, живой, здоровый, этот подарок, который мне отправили, не буду говорить какой, это слишком много для меня. Женщина, которая не могла родить и родила ближе к 40 годам, и это спасло ее брак, да и она вообще смысл жизни обрела. И она мне сделала подарок, сладости, алтарные ткани, например. Это очень много для меня, чрезмерно много. Вы понимаете, что вы говорите? Мы привыкли просто брать. А когда мы видим пример отдавания, благодарности, взаимной благодарности, нас это не просто удивляет и шокирует, нам это не нравится. Мы считаем, что это слишком подозрительно много и слишком подозрительно часто благодарят человека. А вы когда-либо кому-то помогли в этой жизни? Вы никогда никому куска хлеба не дали в этом мире. И поэтому вам обратно ничего не шло. И вы рассуждаете о человеке, который столько всего делает для людей, просто буквально всю себя отдала человечеству, что эти дары, которые мне отправляют, это настолько много и нескромно, что это со стороны ненормально выглядит. Так не должно быть. А как должно быть, по-вашему? За все хорошее сделанное должны посылать человека, должны оскорблять, игнорировать? Или вы привыкли, как свиньи, только брать, делать, получать результат и даже спасибо не говорить? Это нормально. Это хорошо, это по-нашему. А если говорят спасибо, если благодарят, одаривают человека взамен на спасенную жизнь и на очень важные такие события, которые произошли в жизни человека, это, по-вашему, чрезмерно много. Очнитесь и придите в себя. Пока вы так будете рассуждать, вы точно так же будете жить. Нет слишком много благодарности, когда человек всю себя посвящает людям. А если вы считаете, что это слишком много и вам это неприятно, то уходите отсюда. Никто вас не держит. Мне не нужны люди, которые наблюдают за этим всем и которым это очень не нравится. Привыкните к тому, что если человек отдает, он получает. Вы не отдавали ничего и ничего не получали. И неудивительно, что для вас это шок, что кому-либо это все отдача идет. И это нормально. Продолжим. Итак, перед вами Кибела. Второе ее имя Рея. Одно время этих двух богинь соединили, считая, что у них одинаковые функции. Потом разделили. Потом начали считать, что греки называли ее Кибеллой, а римляне Рей, мать богов. О ней я рассказывала в отдельном ролике. Повторяться не буду. Но многие греческие боги пришли в греческий пантеон из Востока. Происхождение этих божеств восточное. Когда Александр Македонский дошел до Азии и узнал о богине судьбы, они очень долго искали, с каким греческим богом можно сравнить ее, поскольку греки привыкли, что ипостась каждого божества, она должна совпасть с их божеством. То есть им так легче было воспринимать чужую культуру. И более всего функции схожие, которые они нашли, это Кибела. Поэтому очень долгое время считалось, что богиня Кисмат – это есть Кибела, мать богов, та, которая создает человеческую судьбу, та, которая руководит мирозданием. Некоторые функции схожи действительно. И, может быть, действительно греки взяли ее образ из Востока и, слегка поменяв, посадили ее на трон олимпийских богов уже как свою богиню. Но в любом случае, как бы там ни было, образ Кибелы, которая сидит на троне, которую охраняют львы, которые ее вырастили с детства,
держит в руках ключ судьбы или ключ знания. Свиток – это судьбы людей, которым она пишет и переписывает судьбы человечества. Быть может, во многом греки были правы, и это действительно она и есть. Но сегодня мы ее будем называть Кишмат или Кисмат. А вообще правильно Куш-Кисмат. К ней так обращались. Когда-нибудь слышали слово «сорвать куш»? Многие считают, что это большая сумма денег. На самом деле удача. Сорвать удачу, резко получить удачу из ниоткуда. Куш. Удача или счастливый. Кроме всего прочего, на Востоке, на многих языках куш или хуш означает птица. Считалось, что птицы, они вестники судьбы, богини судьбы. И если птица садится на подоконник, значит, она принесла хорошую весть. Она счастливую весть принесла. Вот их начали называть счастливые. Счастливые вести. А потом одна часть деформировалась, название как бы со временем меняется язык. И осталась только малая часть, куш, счастливый. Так что птицы назвали счастливыми, поскольку они были посланники счастья. Так вот, для того, чтобы задобрить кисмат, судьбу, ее начали называть счастливой. То есть ее считают счастливой судьбой. На самом деле она может быть и роковой судьбой. Она дарующая и отнимающая. Это не фортуна. У нее есть функции фортуны, но это не фортуна. Фортуна одаривает всех подряд, невзирая на то, достоин ты этого или нет. У нее поэтому завязаны глаза, чтобы она не видела, не смотрела ни на твое положение, ни на твои поступки. Она просто дарит любому человеку, который попросит. А кисмат она дарит, если ты заслуживаешь. Если ты действительно со всей душой обращаешься, она зрит в корень, она зрит в душу человека. Почему ритуалы, которые я дарю людям, получаются? Я об этом уже говорила. Они созданы по законам и канонам магии. В основу их древние знания, этнология, обращение к богам, различные ритуалы древних религий, еще до христианских и до исламских. Некоторые говорят, ну вот достаточно ли вот сделать вот это все, зажечь свечи, подготовить алтарь, и вот все у тебя получается. Да, достаточно, представьте себе. Потому что мы с вами повторяем просто в таком маленьком формате, повторяем те самые ритуалы, которые жрецы проводили в храмах. Какая разница? Мы пойдем в храме проведем, или мы дома это сделаем. Те же самые действия последовательно. И, естественно, мы получаем результат. Если людям кажется, что для того, чтобы тебя боги судьбы услышали или помогли, нужно чуть ли не за 7 гор уйти. Знаете, я вам напомню притчу Соломона. Для дурака мудрость за 7 горами, для умного рядом. Вот человек, который ленив или у которого просто мозг не дорос для того, чтобы понять, хотя бы изучить, а почему они получаются, из-за чего, по какой причине, такие люди ищут, как правило, какие-то невероятно фантастические объяснения, что вот этого недостаточно, не просто вот читать, чтобы вот получилось. Скажите мне, пожалуйста, вот бабушки в селениях, что они там, какие-то алтари заказывали, какие-то чуры заказывали, или что они там делали, вас вели в капище, выводили вокруг. Нет, они заговаривали на воду, поплевывали в сторону, умывали вас этой водой, и все, у вас там лицо очищалось. Или заговаривали грыжу, или там когтем медведя что-то там читали, начитывали, мы не слышали что, или булавкой, или иглой. Все гениально и просто. А те люди, которые говорят, что ну так не может быть, это же не просто вот так взять, сделать. А вы попробуйте сначала сделать. Вы сначала сделаете, если не получится, потом скажете. Как можно рассуждать о том, чего ты не знаешь? Вот этот торт невкусный, я не ела, но я знаю, что он невкусный. А ты попробуй сначала. Согласны? Чтобы иметь моральное право что-либо говорить, надо это сделать для начала и посмотреть. И если у тебя есть совесть человеческая, если у тебя получится, ты
Честно скажешь, да, получилось. Если нет совести, скажешь, не получилось, и больше боги тебе не помогут. Но в любом случае поймите, что если созданы по законам магии, если в основу положена древняя ритуальная вот магия, песнопение, все эти ритуалы, которые жрецы исполняли в храмах и прочее, еще добавлено ведьмами там ключи, слова спасительные и прочее, прочее, естественно, оно будет получаться. Шепотки, скоропомощники. Сейчас, по моему примеру, некоторые начали издавать. Как, конечно, бредятина, но смешно. Сначала гавкают на тебя, потом берут и делают какую-то ересь сами, пытаясь себе подражать. Это очень дешево смотрится, ну да ладно, это развитие не получит. Итак, на Востоке ее называли кисмат или хасмат, или хищмат. Например, из парфян, от парфян, к армянам пришло это название хасмат. И когда желают счастья, говорят, чтобы было добрый кисмат, добрая судьба, удачная судьба. Еще раз повторяюсь, у нее есть определенные функции фортуны, но это не фортуна, потому что фортуна дарует всем подряд. Она тоже вам подарит. Но в этом случае вы должны заслуживать. То есть просто лежа на диване, захотеть стать олигархом, у вас не получится. Вы должны что-то делать для этого. То есть целенаправленно делать. Но если эта богиня обратит на вас внимание, и если она станет для вас просто названной матерью, то у вас никаких проблем в жизни не будет, потому что это одна из самых могущественных повелительниц судьбы. И если такое божество защищает человека, все остальное абсолютная ерунда по сравнению с ее силой. Хочу вам сказать про санскрити, потому что здесь приводятся древние песнопения, посвященные богине Кисмат. Многие полагают, что санскрити – это древний индуистский язык, хинди. Не согласна. Санскрити в каком-либо формате осталось только у индусов, но санскрити – это про язык человечества. И очень многие ваши имена, очень многие слова на вашем языке на санскрите можно перевести и найти объяснение. Именно поэтому в санскрите ищут корни языков. Просто у индусов более-менее сохранился один из направлений, один из наречий санскрити. Ближе всего к санскрите это хинди и армянский язык. Поэтому это сильные языки. Поэтому веды читаются на этих языках. Но санскрити это не хинди, это не индуистский язык. Они сами не понимают, индусы сами не понимают этот язык. Определенные термины и слова, которые можно понять. Более-менее 20% могут вам объяснить в санскрите жрецы. То есть люди, которые полностью себя всю жизнь посвятили изучению вед, они еще, да, у них знаний побольше, чем у обычных людей. Но те, которые считают, что это хинди всего лишь, вы очень сильно ошибаетесь. Так вот, на санскрите вот это древнее заклинание или обращение к ней, просьба. Я примерно знаю перевод, потому что спрашивала у человека, который владеет индийским языком, то есть хинди. Здесь объяснено, здесь благодарность, здесь прославление богини и просьба жить в достатке. Почему мы говорим все время и делаем акцент на достаток? Дорогие друзья, если кто-то хочет помочь кому-либо, он сам должен пока жить в достатке, чтобы иметь возможность кому-либо помочь. А значит, достаток нужен. Он нужен для твоей родины, он нужен для твоей семьи и прочее. Поэтому оно начинает с этого. Из достатка, спокойной жизни, одоления врагов и прочее. Кстати, хочу сказать, что к богине Кисмат можно обращаться и просить помощи в решении вопросов сложного периода своей родины. Своими словами зажигать ей свеча должна быть
либо желтое, либо золотистое и серебряное, потому что в основном предметы ее алтаря изготавливались из золота и серебра. Ее цвет голубой, светло-синий, цвет океана. Вот поэтому многие заговоры на деньги, на благополучие, многие шепотки читаются на воду. Потому что вода обладает знаниями, вода обладает памятью. Заряжают воду, и вода отдает обратно благополучием человеку. Многие божества удачи, благополучия связаны с водой. То ли они дочери океана, то ли они, значит, водные божества, хранители водоемов. Та же самая Ошун, она еще хранительница водоемов, потому что в Африке без воды никуда, а значит, она и есть удача, если есть вода. Мелочь. Почему мелочь? Потому что с малого мы поднимаемся, с малого получаем большее. Символы или ее звери, животные, которые часто изображались возле ее алтаря, это львы. Можно ли простому человеку алтарь кибелы? Нет. Вы можете поставить на алтарь статую Фортуны, потому как она тоже считается божеством судьбы, и можно на ее статую, то есть на энергию судьбы начитать, а можно без ничего. Но алтарь должен быть такой. Либо голубые, синие камни. Нет камней. Значит, свечи, мелочь. Есть фигура львов. Замечательно. Вы поймите, все зависит от вашего творчества. Силы смотрят, насколько вы трепетно к этому относитесь, насколько вы хотите все сделать так, чтобы уважать их, чтобы почитать их. Потому что они приходят в твою жизнь, и как ты их примешь, как ты к ним себя, то есть проявишь по отношению к ним, такой результат ты и получишь. Понимаете? Когда к вам идут цари и князья в гости, ты не встречаешь их пластиковыми бутылками и одноразовыми тарелками. Наверное, ты стол сервируешь, наверное, ты просто встречаешь их как положено для того, чтобы они к тебе хорошо относились. То же самое здесь. Это силы судьбы. Если ты не отнесешься к ним с уважением, а о чем речь, о каком благополучии может идти речь? Делай все как положено. Итак, начнем. Поскольку у меня памяти мало осталось, я прочитаю ли 1 раз или 2 раза. О древняя сила, Вселенская Матерь, карающая и дарующая. Ты поднимаешь и возвышаешь до небес тех, кто полюбился тебе. Ты коронуешь и венчаешь на царство. По воле твоей на песках пустыни возвышаются города. По великому твоему повелению рождаются империи. Ты вольна карать и награждать. Прошу тебя, Кисмат, будь ко мне милосердна. Повернись лицом ко мне, венчай меня на удачную долю. О Деви Куш Кисмат, Муче Пагедо, Муче Ден, Сона, Чанди, Бхаркот, Убхар, Мере Миет Хан, Аапко, Дорав, О Деви Куш Кисмат. Кто был никем, тот может стать всем. Кто голодал, тот насытится. Кто жил в нужде, тот будет ходить в мехах. И все по милости твоей. Стану я твоей названной дочерью. Прими меня в свою божественную семью. Я буду одна из твоих любимиц. И те, кто под твоим покровительством живут, тем враги не страшны, тем море по колено. Жить нам в богатстве и достатке. Получать все, что я желаю. Покупать все, что я хочу. Жить в доме своем, в мехах и в соболях, в шелках ходить. Деньги в мешке, злато в серебре, злато, серебро в сундуке и роскошная жизнь. Защита и оберег, слава и признание. Самой жить в достатке, еще и детям и внукам оставить. О Деви Куш Кисмат, Муче Пагедо, Муче Ден,
Сона Чанди, Бхаркот, Убхар, Мере Миет Хан, Апко, Дарав, Одеви Кушкисмат. Да будет так, заклято. Этот ритуал вам поможет очень резко идти вперед. Но я рекомендую тем, кто первый раз на моем канале или недавно, сначала начать с малого. Сразу не замахивайтесь на такие сильные ритуалы, сильные работы. Постепенно приучите свою энергетику к этим силам. И постепенно поднимайтесь. Что может дать этот ритуал? Карьерный рост. Убрать с дороги конкурентов, убрать с дороги людей, которые мешают вам. Покровительство сил, потому что если она мать богов, и она сама судьба, она сама решит, насколько вы правы в этой ситуации, и поможет вам. Перемены вы сами увидите. Ритуалов на удачу много не бывает. Если вы хотите попросить ее за свою семью, за свой народ, просто проведите этот ритуал, но в конце еще попросите. Прошу тебя еще вот это, помоги, чтобы так получилось. Не очень большие просьбы, не 3-метровые, но чтобы получилось вот то, что вам хочется, очень хочется для своей страны, для своей родины. Она может исполнить. Для нее нет преград. Это божество. Понимаете, она перетянет вашу жизнь как кольцо, так и более крупные вещи или события, которые вам хочется. Итак, начнем. О древняя сила, Вселенская Матерь, карающая и дарующая, ты поднимаешь и возвышаешь до небес тех, кто полюбил тебя. Ты коронуешь и венчаешь на царство. По воле твоей на песках пустыни возвышаются города. По великому твоему повелению рождаются империи. Ты вольна карать и награждать. Прошу тебя, Кисмат, будь ко мне милосердна. Повернись лицом ко мне, венчай меня на удачную долю. О Деви Куш Кисмат, Муче Бхагедо, Муче Ден Сона Чанди, Бхаркот, Убхар, Мере Миет Хан, Апко, Дурав, О Деви Куш Кисмат. Кто был никем, тот может стать всем. Кто голодал, тот насытится. Кто жил в нужде, тот будет ходить в мехах. И все по милости твоей стану я твоей названной дочерью. Прими меня в свою божественную семью. Я буду одна из твоих любимец. И те, кто под твоим покровительством живут, тем враги не страшны, тем море по колено, жить нам в богатстве, в достатке, получать все, что я желаю, покупать все, что я хочу, жить в доме своем, в мехах и в соболях, в шелках ходить, деньги в кошельке, злато, серебро в сундуке и роскошная жизнь, защита и оберег, слава и признание, самой жить в достатке, еще и детям и внукам оставить. О Деви Куш Кисмат, Муче Бхагедо, Муче Ден Сона Чанди, Бхаркот, Убхар, Мере Миет Хан, Апко, Дурав, О Деви Куш Кисмат. Да будет так, заклинаю. Вот вам еще один ритуал в помощь в трудную минуту. Просто обращайтесь и получайте. Стучите, и отворится вам. Не забывайте это. Но только стучите, чтобы отворилось. Всем удачи и всех благ.